В этом видео я покажу 33 ниши или по-другому 33 канала, которые зарабатывают тысячи и десятки тысяч долларов на YouTube ежемесячно, не показывая своего лица. Многие знают, что на YouTube можно хорошо зарабатывать. Возможно, некоторые даже знают как. Но абсолютно у всех, кто хочет зарабатывать на YouTube, в самом начале пути возникает вопрос выбора ниши. Я покажу вам англоязычные, испаноязычные и другие иностранные каналы, на которых зарабатывают деньги из любой точки мира, в том числе из России, Китая или даже Ирана. Если вы не понимаете, как такое возможно, рекомендую посмотреть видео про 5 способов заработка на YouTube, которые опубликовал ранее на своем канале. Большинство каналов в этом видео ничего не снимают на камеру, а многие даже не используют своего голоса. Ну а бонусом самые внимательные зрители получат сводную таблицу со всеми ссылками на каналы из этого видео и другими данными по ним. Первый канал, который хочу показать, канал называется True Crime. На самом деле так и называется вся ниша. Это тематика с каналов, которые связаны с преступлениями, различными преступлениями, которые совершаются в каждой стране. Просто рассказывают о преступлениях, о преступниках, о жертвах и так далее и тому подобное. Тематика очень популярна на Западе, ее смотрят. В принципе, и не только на Западе, есть большое количество российских каналов, и вообще в каждой стране есть такие каналы. Вот сейчас вы видите канал, который создан в мае этого года. На этом канале 2,7 миллиона просмотров, всего 19 видео опубликовано и 27 тысяч подписчиков. Всегда рекомендую обращать внимание на то, какое количество видео принесло какое количество подписчиков и просмотров на канал, а также за какой именно период. Период нужно смотреть не с этой даты, а с даты первого видео опубликовано. То есть за 3 месяца человек на этом канале, автор, опубликовал 19 видео, что принесло ему 2,7 миллиона просмотров и 27 тысяч подписчиков. То есть качество этого видео говорит само за себя. На самом деле тематика очень большая. Я вам поверхностно показываю один канал. Этих каналов очень много. Я думаю, если вы чуть-чуть посидите на YouTube, вы найдете большое количество подтверждений моим словам. Выбирается какое-то преступление, какой-то случай, и все данные по этому преступлению собираются из интернета, собираются в один видеофайл, производит монтаж, собственно, и публикуют на канал. Озвучку на данном канале можно сделать самостоятельно, можно с помощью диктора, а можно озвучить роботизированным голосом, нейроголосом. Поэтому тут уже как вам больше нравится. Как вы видите, последние ролики очень хорошо набирают, то есть этот канал находится на взлете. Вот такую статистику Social Blade рисует нам по этому каналу. 750 тысяч просмотров за последнюю неделю, что, собственно, неплохо для относительно нового канала. Следующий канал, который хочу вам показать, это канал Motherland. Канал тоже создан не так давно, 18 июля в 2023 году. Здесь 417 тысяч просмотров, 13 видео, уже подключена монетизация. Это канал о продуктах, которые необходимо закупить перед какой-то катастрофой. В общем, канал о выживании. Так как в мире участились катаклизмы, есть большое количество людей, которым такой контент заходит. Мы видим, что на последних роликах не так много просмотров, но здесь есть ролики, которые неплохо залетели для нового канала. 54 тысячи просмотров, 318 тысяч просмотров. Следующий канал — это большой канал об инвестициях, который также не использует своего лица, а в создании роликов использует анимацию. Вступление на этом канале сделано также с помощью нейросети. Используется роботизированный голос, а для создания таких видео используются сервисы Videoscribe или Doodly. За последний месяц канал не опубликовал ни одного видео, но это не помешало ему получить 527 тысяч просмотров и 6 тысяч новых пользователей на его канале. Вы не раз на YouTube увидите каналы, которые используют для создания своего контента сервисы Videoscribe или Doodle. Это никакая не реклама, просто сервисы, которые действительно используют для создания такого контента. Следующий канал — практическая психология. Канал имеет 123 миллиона просмотров и уже больше года ничего не публикует, но это не мешает ему постоянно получать просмотры. За последний месяц, точно так же, как и предыдущий канал, он получил 542 тысячи просмотров. Контент на этом канале полностью создан через сервисы, которые я упомянул ранее. Следующий канал называется How Money Works. Этот канал создан с помощью видеофутажей, которые вы можете найти на различных видеостоках. На канале рассказывают о финансах, бизнесе, о рынках и о том, как они влияют на людей. Для создания таких роликов человек использует вырезки из новостей, видео с футажей с различных стоковых
сайтов, а также PNG файлы, то есть файлы без заднего фона. Для создания такого контента вам может понадобиться нейроозвучка. 179 видео на этом канале принесло 814 тысяч подписчиков и 100 миллионов просмотров. За последний месяц автор этого канала опубликовал 5 новых видео, получил 14 тысяч дополнительных подписчиков и 2,5 миллиона просмотров. RPM, а по-другому доход автора на 1000 просмотров во взрослых нишах, будем считать с вами от $1. И $1 это минимальный RPM, который может принести взрослый контент. Но зачастую RPM выше зависит очень сильно от того, какая именно целевая аудитория смотрит ваш контент. Самый минимум, который автор мог заработать с этого канала за последний месяц, это $2,5, если считать RPM $1. Но в нише финансов RPM гораздо выше, он может достигать и 5, и 10, и $20 в зависимости от того, о чем именно повествует этот автор и кто его смотрит. Следующий канал, который хочу вам показать, он называется Old Money Luxury. На этом канале 70 видео, принесло 60 тысяч подписчиков и 5,5 миллионов просмотров. Этот канал создан в начале этого года, в марте. Этот канал повествует об так называемых Old Money. Old Money это, если хотите, можете загуглить отдельно. Old Money называют обычно людей, которые выросли в роскоши, в богатстве, то есть они богатые из поколения в поколение. И вот, собственно, на этом канале автор повествует о различных так называемых Old Money. Ролики от 15 до 30 минут, 70 видео принесло 59 тысяч подписчиков и 5,5 миллионов просмотров всего за несколько месяцев. Давайте посмотрим, когда на этом канале начали публиковать контент. Первое видео на этом канале опубликовано 6 месяцев назад и принесло 164 тысячи просмотров. Как мы видим, в видео используются различные фотографии и видеофутажи. Все это есть в свободном доступе в интернете. Текст может быть составлен из различных источников, в том числе с помощью чата GPT. Единственное, что в этом контенте используется голос диктора, либо сам автор имеет такой тембр и использует свой голос при создании контента. Вообще голос и произношение в любых нишах абсолютно, конечно, имеет значение, потому что носитель языка всегда, почти всегда может определить, используется ли роботизированная озвучка, либо это какой-то реальный человек озвучивает текст. И от того, с каким качеством будет сделан ваш контент, зависит то, насколько лояльно будет к вам публика. Ну и, конечно же, от того, какое содержание несет ваш контент. Последние ролики на этом канале используют нейроозвучку, фотографии из интернета и также используют видеофутажи. За последний месяц на этом канале 1,5 миллиона просмотров, плюс 14,5 тысяч подписчиков и опубликовано 11 видео. Самый минимум, который автор может получить за создание такого контента, $1500. Но вы должны понимать, что эта цифра гораздо выше. Следующий канал Philosophies for Life. 108 видео на этом канале принесли 1,2 миллиона подписчиков и 65 миллионов просмотров. За последний месяц на этом канале 1,1 миллиона просмотров, плюс 20 тысяч новых подписчиков и опубликовано всего 2 видео. Видео, которые опубликованы на этом канале, сделаны полностью с помощью сервиса Doodly либо VideoScribe. За последний месяц на этом канале опубликовано 2 видео, что принесло 20 тысяч новых подписчиков и 1,1 миллион просмотров. Даже по самым минимальным соображениям автор этого канала за последний месяц заработал $1100. Но вы же понимаете, что это не так. Следующий канал, о котором я хочу вам рассказать, опубликовал 4 видео, получил 3600 подписчиков и больше 1 миллиона просмотров. Первое видео было опубликовано 2 месяца назад, соответственно, автор данного контента вывел на монетизацию канал всего за 2 месяца, не используя своего лица. Канал называется Uncanny. На этом канале автор рассказывает о различных историях, о каких-то странных событиях, пропавших людях и неразгаданных тайнах. Последний ролик, который опубликован 3 недели назад, принес ему 876 тысяч просмотров. При создании этого контента автор использует вырезки из новостей, истории, которые доступны в сети, фотографии с личных страниц и социальных сетей пропавших людей, а также видеофутажи с видеостоков. Автор использует собственный голос для озвучки этого контента. Но, уверяю вас, точно такой же контент можно сделать и на нейроозвучке. По сути, абсолютно все подписчики на этом канале пришли за последний месяц. Ровно как и все просмотры на этом канале. Следующий канал называется Space Wind, на нем 23 миллиона просмотров, 268 видео и 88 тысяч подписчиков. Это канал о космосе и обо всем, что с ним связано, о странных вещах, загадочных звуках и прочее.
Автор этого канала использует нейроозвучку, насколько я слышу. Использует аудио ученых, астрофизиков для создания своего контента. Берет видеофутажи, фотографии из интернета и создает контент на общеобразовательные, интересные темы. Канал однозначно долгосрочный, он всегда будет иметь просмотры. За последний месяц на этом канале не опубликовано ни одного видео, но это не помешало каналу получить дополнительно новых 8000 подписчиков и 740 тысяч просмотров. Следующий канал называется Looking For. Он есть на испанском языке и на французском языке. Этот канал создан ровно месяц назад. Это испаноязычная версия этого канала, вот французскоязычная. Испаноязычная версия канала имеет всего 7 видео и уже канал на монетизации. 3,6 тысяч подписчиков на этом канале и 739 тысяч просмотров. Канал рассказывает об архитектуре, необычных постройках по всему миру на испанском языке. По сути, все видео на этом канале это просто перевод уже опубликованных материалов на его французском канале. Французский канал, в свою очередь, за последний месяц опубликовал одно видео, получил 4000 новых подписчиков и 493 тысячи просмотров. После детских ниш, где миллионы просмотров возможны ежедневно, такие ниши кажутся сущими пустяками по просмотрам. Но вы должны понимать, что заработок здесь сильно выше, контент более долгосрочный и смотрят его взрослые осознанные люди. Следующую группу каналов, которую хочу вам показать, это популярная и набирающая популярность в последнее время ниша пересказов. Вот 3 канала в разных направлениях. На этом канале Good Movie Recaps – пересказы фильмов. На следующем канале Recap Heaven – пересказы аниме, манга, манхва. Да простите меня, фанаты, я не знаю, как правильно произносится слово манхва, но мне кажется, ударение я поставил правильно. Следующий канал пересказывает мультики. Что значит пересказывает? Давайте начнем с фильмов. Берется какой-то фильм и полностью пересказывается со всеми его сюжетными поворотами, со всеми именами. Рассказывается история просто в сильно укороченном промежутке времени. Как правило, полуторачасовой фильм рассказывается за 10-18 минут. На канале с пересказами фильмов опубликовано 13 видео, что принесло почти 2000 подписчиков и 660 тысяч просмотров. Первое видео было опубликовано 2 месяца назад. Озвучка на этом канале полностью роботизированная, ну а фильмы, я думаю, вы знаете, где брать. Следующий канал делает все то же самое, но только с аниме, манга, манхва и так далее. На этом канале 8 видео, что принесло ему 17,7 тысяч подписчиков и 1 миллион просмотров. Здесь также роботизированная озвучка и монтаж аниме. Чтобы вы понимали, первое видео было опубликовано 1 месяц назад, то есть это результат за 1 месяц. За 1 месяц человек вывел канал на монетизацию при помощи данной ниши. Выводы о том, насколько актуальную информацию я вам предоставляю, делайте сами. Следующий канал с пересказами мультиков опубликовал 11 видео и получил 93 тысячи подписчиков, что принесло ему 12 миллионов просмотров. Первое видео на этом канале опубликовано 2 месяца назад. Этот канал не просто вышел на монетизацию, а получил уже почти 100 тысяч подписчиков, то есть получил почти серебряную кнопку от YouTube. Превьюшки оформлены все однотипно. Монтаж на хорошем уровне, голос приятный, автор рассказывает о различных популярных западных мультиках. Вдогонку хочу сказать, что таких каналов на самом деле много. Вам достаточно набрать ключевое слово «рекап» в поисковик и посмотреть, какие в принципе каналы и с каким контентом существуют по этому запросу. Вот еще один канал, который опубликовал 45 видео, получил 28 тысяч подписчиков и 2,8 миллиона просмотров. Первое видео на этом канале было загружено 4 месяца назад, но вы только посмотрите на качество этого контента. То есть вот даже такое качество контента принесло автору 28 тысяч подписчиков и 2,8 миллиона просмотров. Следующий канал опубликовал 24 видео, что принесло ему 23 тысячи подписчиков и больше 1 миллиона просмотров. Этот канал также создан в этом году. Я вообще старался отбирать для вас каналы, которые созданы относительно недавно. На этом канале используется роботизированная озвучка, видео с видеостоков и несложная анимация. За последний месяц автор данного канала опубликовал 7 видео, что принесло ему 15 тысяч новых подписчиков и 770 тысяч
просмотров. Следующий канал относится к тематике квизам. Вообще квизы достаточно популярная история сейчас, но слишком много конкурентов становится, потому что контент не сложен в производстве. Вам достаточно сделать один шаблон, подбирать контент под этот шаблон и публиковать ролики. На канале опубликовано 23 видео. Это канал с квизами о футболе. Здесь опубликовано 23 видео, что принесло ему 11 тысяч подписчиков и 3,7 миллиона просмотров. Канал на испанском языке. Канал на испанском языке, создается шаблон, берут фотографии из интернета, придумывают идеи для своего ролика и, собственно, вставляют контент, который собрали из интернета, в уже созданный заранее шаблон. По сути, это такой игроизированный контент, который позволяет играть, взаимодействовать с видеоконтентом на YouTube. Что-то наподобие передачи «Кто хочет стать миллионером», где вы можете либо в одиночестве поиграть, либо поиграть со своими друзьями. Вы должны понимать, как и в примере ранее, если у вас есть ниша пересказы, значит пересказы обычно есть и фильмов, и аниме, и мультиков, и так далее, и тому подобное. То же самое с квизами. Есть просто квизы общеобразовательные, есть квизы по футболу, есть квизы еще по каким-то другим тематикам. Смотрите, ищите, каналов действительно много. Следующий пример — это квизы по кей-попу. То есть здесь сегментируется аудитория та, которая интересуется кей-поп музыкой. Здесь на канале опубликовано 23 видео, что принесло 5,8 тысяч подписчиков и почти 2 миллиона просмотров. Тоже за короткий срок. Первое видео опубликовано 2 месяца. Канал меньше чем за 2 месяца выведен на монетизацию, и автор этого канала уже получает с этого канала доход. За последний месяц опубликовано 4 видео, получено больше 1000 подписчиков и 590 тысяч просмотров. Следующая тематика — тематика здоровья. То, что всегда, в принципе, будет популярно, всегда будут стареть люди и всегда будут люди, которые задаются вопросами о своем здоровье. На канале Doc Healthy опубликовано 30 видео, то принесло ему 17,2 тысячи подписчиков и 2,6 миллиона просмотров. Первое видео опубликовано 3 месяца назад, и на канале, конечно же, присутствует монетизация. Давайте посмотрим, как именно оформляет контент автор этого канала. Здесь используется нейроголос и какая-то общая информация о здоровье, о лайфхаках различных и прочее, прочее, прочее. На канале рассказывают о различных продуктах и об их свойствах, о том, как они влияют на наше здоровье. У такого контента всегда будет спрос. Помимо всего прочего, для своего канала вы можете использовать анимированного персонажа, который создается в пару кликов на сайте. Для этого вам необходимо вбить в поиске Adobe Animate Express и перейти по первой ссылке на expressadobe.com. Выбрать персонажа, которых здесь представлено несколько десятков, задний фон и формат, в котором вы хотите получить результат. Ограничение по длине аудиодорожки за одну обработку 2 минуты, но следует заметить, что это полностью бесплатный инструмент. Ну а изменить голос вы можете с помощью бесплатных онлайн-сервисов, приложений на телефон или программ для монтажа. Продолжать я буду в таком виде, но верну себе свой голос. На этом канале 48 видео, 95 тысяч подписчиков и больше 9 миллионов просмотров. Кстати, на этом канале нет монетизации. Хотите, давайте не будем закрывать, а все равно разберем, что это за канал такой. Значит, откуда здесь деньги? Очень даже интересно. Те, кто смотрел мое предыдущее видео, знают, что заработок на YouTube, официальный заработок с монетизацией, это не единственный способ. И существует большое количество других способов заработка. Давайте посмотрим первые ролики на этом канале. Этот контент полностью роботизирован, он создается вот в таких сервисах. Возможно, именно поэтому ему не дали монетизацию. Но монетизация ему не нужна, он получает доход с продажи товаров по реферальным ссылкам. Вот здесь у него ссылка на различные товары. Дальше нас перебрасывает на какие-то сайты и, по сути, зарабатывает с партнерских программ. Следующий канал также о здоровье. Канал называется «Здоровье за 50». Здесь опубликовано 16 видео, что принесло ему 18,5 тысяч подписчиков и 1,8 миллиона просмотров. Канал создан в этом году. На канале рассказываются различные истории людей о том, как они поддерживают себя в здоровом теле, как они поддерживают свое здоровое состояние в возрасте 50+. По сути, они рассказывают о людях, которые хорошо выглядят в возрасте 50+, и публикуют информацию
информацию о себе в открытом доступе в интернете. Они собирают эту информацию и рассказывают про этих людей. Также используется нейроозвучка. Все превьюшки на этом канале однотипные. За последний месяц канал опубликовал 3 видео, получил 4300 новых подписчиков и 468 тысяч просмотров. Следующий канал называется «Дневник Юлия Цезаря», на котором опубликовано 25 видео, что принесло ему 45 тысяч подписчиков и 7,6 миллиона просмотров. На этом канале автор использует нейросеть для создания превью. Превьюшки, как мы видим, неплохо работают, судя по количеству просмотров. Общедоступные истории из интернета на различные тематики. На канале автора нейроозвучка, хороший, интересный, красивый монтаж и общеобразовательные истории. Собственно, красавчик. За последний месяц канал получил 2,5 миллиона просмотров, 12 800 новых подписчиков и опубликовал 5 видео. Однозначно, это супер долгосрочный контент. Он всегда будет интересен, если его интересно подавать. Следующий канал Orion Philosophy опубликовал 122 видео и получил 208 тысяч подписчиков, а также 19 миллионов просмотров. На этом канале есть монетизация, также обложки сгенерированы в нейросети. Здесь используется профессиональная дикторская озвучка и картинки, сгенерированные в нейросети. Автор использует общедоступные правила стоиков и публикует их, озвучивая персонально, либо нанимая диктора на своем канале. Это канал автора, диктора, который, по сути, записывает различные философские идеи, озвучивает их на своем канале. На самом деле, автор проделывает огромную работу, записывает аудиокниги и вот здесь использует свое лицо, но это по сути интро этого канала. Следующая тематика — это ниша, в которой президенты, якобы президенты, играют в различные игры и общаются между собой. Суть этой тематики в том, как себя ведут президенты, в том, как они подшучивают друг над другом и так далее. Возможно, такая ниша благодаря нейросеткам, которые могут озвучивать любой ваш текст в виде голосов резидентов. Ну и, конечно же, самые популярные — это те голоса, которые в нейросетке есть. Это голос Трампа, голос Обамы и голос Байдена. На этом канале 23 видео, что принесло ему 30 тысяч подписчиков и 2,5 миллиона просмотров. Первое видео опубликовано 2 месяца назад. Эту нишу можно использовать абсолютно с любой только что вышедшей игре. То есть вы берете популярную в данный момент игру и показываете, как в нее играли бы президенты. Сложность ниши в том, что нужно понимать язык, понимать шутки, которые понравятся вашей целевой аудитории. В этой нише записывается геймплей какой-либо игры, накладываются фотографии, причем из нейросети, и озвучивается заранее подготовленный текст. Самый простой способ реализации данной тематики, по сути, со своими 2 друзьями, которые знают английский язык, играть в различные игры и записывать свою английскую речь, а после этого ее интерпретировать в голос президента. Вот еще один канал на данную тематику. На самом деле таких каналов очень много. Вам достаточно написать President's Play и посмотреть, какие каналы существуют, во что они играют, в какие игры и так далее и тому подобное. Задавайтесь вопросами о том, как они делают этот контент, смотрите в гугле и в интернете куча туториалов, различных инструкций, как сделать такой контент. Следующий канал называется CryptCalf. На нем 40 видео, принесло 49 тысяч подписчиков и 11,5 миллионов просмотров. Этот канал публикует различные видео из интернета, на которых запечатлены какие-то странные ситуации. Странные, смешные и не только. То есть сама тематика канала о том, что странного было поймано на камеру. Вот мы видим 245 тысяч просмотров, 39, 209, 665 тысяч просмотров за 10 дней, то есть просмотры действительно хорошие. Это какие-то подборки того, что было поймано на камеру обычными пользователями. Подборки собираются в один длинный видеоряд и, по сути, уникализируются за счет объяснения и правильного монтажа. Как вы видите, здесь есть закадровый голос, который объясняет ситуацию, отображаемую на видео. Работа автора заключается в постоянном мониторинге интернета на такие
общие видео и в создании подборок. За последний месяц автор этого канала опубликовал 10 видео, что принесло ему 14,5 тысяч новых подписчиков и 3,7 миллиона просмотров. А первое видео на этом канале было опубликовано всего 4 месяца назад. Здесь также, конечно же, есть монетизация, поэтому, пожалуйста, вперед. Если вам нравится данная тематика, вы можете ею заниматься. Следующий канал, канал Техзон. На самом деле, это канал, насколько мне известно, русскоязычных авторов. Им также принадлежит канал Мастерская настроения. О нем мы поговорим давайте чуть позже. Значит, канал называется Техзон. На нем 938 видео. О, как много, скажете вы. Но посмотрите этот пример и поймите, что так может сделать, по сути, каждый. 3 миллиона подписчиков и 677 миллионов просмотров. Канал, который показывает различные изобретения, различные какие-то новшества и прочее, прочее, прочее. Как вы видите, здесь какие-то фантастические инструменты, сумасшедший транспорт, автомобильные гаджеты. В общем, все, что связано с какими-то технологиями, инновациями, какими-то лайфхаками и прочее, прочее, прочее. На канале есть монетизация. Видео взято из сети. 2025 год, которым Есть диктор, который озвучивает заранее подготовленный текст под нарезки из сети. 1500 разгон шединой. Канал на русском языке, но его смотрят, конечно же, любые русскоязычные граждане, которые находятся и в России, и в других странах СНГ, и по всему миру, в принципе, достаточно много русскоязычного населения. Поэтому, да, этот канал не получает доход с просмотров из России, но он получает доход с просмотров на русском языке со всего мира. Точно так же под каждым видео, насколько мне известно, у него партнерская программа на покупку всех этих гаджетов и прочее, прочее. А вот и ссылка на его другой канал «Мастерская настроения». Если мы нажимаем, мы, по сути, должны были, видимо, туда перейти, но не тут-то было. С этим каналом мы не закончили. Это один канал, который мы посмотрели, но посмотрите, как, в принципе, можно делать. Если мы вобьем в поиске Техзон, поставим фильтр «Каналы», то мы увидим, что у этих ребят 5 каналов на разных языках мира. Этот канал на русском языке, на нем 3 миллиона подписчиков. Следующий канал на английском языке, на нем почти 5 миллионов подписчиков. 4 миллиона подписчиков, еще 4,5 миллиона подписчиков и еще 520 тысяч подписчиков. Немецкий язык, английский язык, испанский язык и прочее, прочее, прочее. Вот они используют, по сути, один и тот же контент на разных каналах с разной дикторской озвучкой. Получают везде доход с монетизации. А также вставляют партнерские ссылки на покупку и на авторов, у которых взяли контент при создании их ролика. Каждый канал на монетизации и каждый канал приносит доход. Вот немецкий канал за последний месяц получил 1,3 миллиона просмотров, английский канал за последний месяц получил 12 миллионов просмотров, или, считайте, 12 тысяч долларов, самый минимум, только с одного канала. Следующий канал получил 4,7 миллиона просмотров, следующий канал получил 7,9 миллионов просмотров, ну и так далее. Также их канал «Мастерская настроения», на котором они публикуют различные странные штуки. Опять-таки, невероятные моменты, снятые на камеру. Подборки различные. У них есть монетизация, то есть, по сути, они также делают подборки из пользовательского контента. Следующая тематика – это тематика истории. На канале всего 5 видео, что принесло 23, почти 24 тысячи подписчиков, больше 1,5 миллиона просмотров. Первое видео опубликовано 4 месяца назад. Канал выведен на монетизацию. Как я вижу, картинки сделаны в нейросети. Вот эти прям очень похожие превьюшки. Здесь контент, да, достаточно длинный, то есть они берут тему, очень хорошо ее прорабатывают и далее публикуют контент. These ancient texts are remarkable remnants about his magnificence. Здесь используют диктора для озвучки данного контента. Who will be the next in Assyria? Closer, Artemu. Видео с видеостоков, интернета, нейросетей и прочее, прочее, прочее. Опять-таки, исторический канал будет интересен, если подавать интересную информацию. В принципе, всегда есть интерес к такому контенту. За последний месяц опубликовано 2 видео, получено больше 10 тысяч подписчиков и 1 миллион просмотров.
Следующий канал также про историю, сейчас 3 канала по истории будет. Этот канал интересен тем, что они начали свое развитие, когда появилась, по сути, монетизация шортс. Они начали прямо 1 января этого года. За это время, по сути, получили 401 миллион просмотров за 223 видео и 726 тысяч подписчиков. Просто благодаря качественному контенту, который публиковали в шортс. В горизонтальных видео у них всего 2, а вот в шортс у них все остальные 221 видео. Если мы посмотрим, самые популярные видео набрало 34 миллиона просмотров. Здесь используются различные фотографии, очень быстрая смена кадра, субтитры и дикторская либо нейросетевая озвучка. По-моему, нейросетевая. Да, это полностью нейросетевая озвучка. 726 тысяч подписчиков за 223 видео буквально за полгода. За последний месяц они получили 24-25 миллионов просмотров, 31 тысячу новых подписчиков и опубликовали 29 видео. Следующий канал для создания контента использует также сервисы VideoScribe либо Doodle. Контент использует изображения из интернета, которые таким образом анимированы. Использование актуальных тем приносит ему большой трафик на этих роликах. Как вы видите, здесь 255 тысяч просмотров, здесь 312 тысяч просмотров, 341 тысяча просмотров, 324, 859 тысяч просмотров на ролике про Пригожина на испанском языке. Yevgeny Prigozhin, el que fuera hasta ahora líder del grupo Wagner, ha muerto junto con la cúpula de la organización. 469 видео принесло ему 1,8 миллиона подписчиков и 266 миллионов просмотров. Следующий канал в нише Walking. Таких каналов в мире много. Покажу вам на примере данного канала. Канал называется Window to Moscow. На данный момент на нем 8,1 миллиона просмотров, 370 видео и 38,5 тысяч подписчиков. Автор этого канала снимает свои регулярные прогулки на iPhone со стабилизатором по Москве. То есть весь канал полностью посвящен прогулкам по Москве. Он ничего не говорит, просто снимает то, что происходит вокруг. За последний месяц автор этого канала получил 713 тысяч просмотров при 2 опубликованных видео. Это контент из разряда приятное с полезным. Автор систематически гуляет, снимает свои прогулки на камеру и выкладывает их на YouTube канал. Ну а сейчас вы будете удивлены, потому что даже у Бога есть канал на YouTube, через который он общается со зрителем и транслирует ему свои мысли, наставления на грядущий день. God is saying to you today, you're entering a period of great expansion. Как вы поняли, у Бога роботизированный контент, 31 тысяча подписчиков на канале, 112 видео и, конечно, подключена монетизация. На этом канале автор выкладывает письма или послания Бога в виде роботизированной озвучки какого-то заранее подготовленного текста. В роликах автор желает хорошего дня и, в общем, всячески наставляет людей на путь истинный, на день хороший. 8000 просмотров на каждом из роликов — минимальная планка, которая есть на этом канале. Все-таки есть постоянная аудитория, которой нравится этот контент. Этот канал не единственный на YouTube, таких каналов много, и все они монетизируются. Я на самом деле был очень удивлен, когда такое вообще увидел. Но нужно понимать, что на YouTube вы можете найти абсолютно все, что захотите. А сейчас, когда вы знаете ниши, в которых авторы каналов зарабатывают $1000 ежемесячно, у вас есть 2 пути. Вы можете пройти путь до монетизации самостоятельно методом проб и ошибок, а можете обратиться за помощью к тому, кто уже прошел этот путь. Мои контакты вы можете найти в телеграм-канале, перейдя по ссылке под этим видео. Там же в телеграм-канале вы найдете ссылку на подробную таблицу со всеми каналами из этого видео. Напишите в комментариях о том, какая ниша удивила вас больше всего. Ставьте палец вверх, подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить.